Дра. Это может... Нет, нет, ну нет! Ну да. Он очень уверен в себе, и как бы есть большая грань между уверенностью в себе и самоуверенностью. Привет, привет. I am ready. We are ready. Sometimes a double off setup. It's a fast walk. I was gonna say, you just walk on the A-line. Зевс, ну научи ты Якинера играть против Эка. Мои тупые шуточки. У меня 4 робота в команде сидят. Поэтому да, я слежу и радуюсь его успехам. Он, конечно же, немножко crazy. Хотел сказать, конечно, другое слово на русском языке. Свой пацан. Просто, наверное, то, что я родился в Риге, в Латвии, сделало меня Марксом Галинскисом. Давай заново. Привет, привет. Кулачочки. Все хорошо. Все на самом деле очень хорошо. Сегодня солнечное, прекрасное утро, но я не выспался немного, а так, конечно же, не о чем жаловаться. Карамельная макиато, я иду. Hello. Can I have please orange chocolate frappuccino? Orange chocolate. Yeah, big one. Приятное, уютное местечко. Мы находимся сейчас в Стокгольме, рядом с ареной, в которой мы с командой играли, на мажоре. И I Am Winter тоже игрался там рядом в отеле. Волнуешься, когда играешь в турниры, когда что-то, что от тебя зависит, там, может повлиять на результат и так далее. Тут как бы тоже это возможно, но тут намного, по сравнению с игрой, особенно на арене, вот я на мажоре только прочувствовал, вообще разный уровень волнений, стресса и всего этого остального. Самое такое сложное, что реально есть, это то, что для людей ты как бы как идол, потому что вот особенно на мажоре я прочувствовал, когда столько людей подходит, тебе надо расписываться на майках, я на кроссовках расписывался, на попе расписывался у девочек, там, когда столько людей верит в тебя, и ты знаешь, что возможно, у них не было такой возможности, как у меня. И когда у тебя возможность какая-то больше, чем у других, ты начинаешь задумываться и be grateful about it. Ты должен радоваться за то, что у тебя есть. И из-за этого ты как бы не то чтобы обязан, но ты хочешь проявить себя, чтобы все эти люди, которые реально за тебя болеют, они радовались. У нас тогда были проблемы с пятым игроком. Мы выбирали, кого же взять в команду. И я совсем недавно сыграл микс на какой-то там CIS-лиге. И увидел парня с ником Ур первый раз. Причем видел, что он латыш, но отлично говорит по-русски. Решали между кого взять в команду. Либо Ура, в то время, как это назывался, Кендар, либо другого игрока. И мы в команде пришли к мнению, что надо взять его, потому что у него в тот момент было в профиле видео, в котором он на латышском лайне при представлении команд выкатился на сцену. Поэтому сказали, давайте возьмем этого дурачка, и взяли, и ни разу не пожалели об этом. Нам не хватало немножко такого сумасшедшего парня, и мы подумали, ну, вот он, если он уверен в себе на лайне, то он в игре такой, наверное, уверенный, поэтому его взяли.
Хучом я познакомился тогда, когда меня взяли в мою первую команду, когда я тестился в нее, когда я пробовал в ней играть. Мне Хуч написал, добавил в Steam, написал, что слушай, ты хорошо играешь, не хочешь ли попробовать ты играть уже в нашей команде? И тогда это была команда EPG, Elements Pro Gaming. И как-то сразу у нас какой-то с ним коннект был, и по характерам мы очень схожи. И вот я начал в той команде играть, подписал первый свой вообще контракт. Есть большая грань между уверенностью в себе и самоуверенностью. То есть иногда, конечно, его за это наказывают, но вот именно в плане веры в себя, веры в команду, веры в то, что он умеет делать, он, наверное, один из лучших в мире, поэтому многие не ожидают его наглости, и он гнет свою линию. Мне кажется, в этом сказывается его прошлое с боевыми искусствами, где он набирал вот эту уверенность в себе, и она перенеслась на игру. Ну, такое незабываемое, на самом деле, ощущение, когда тебе дают твой первый шанс, да, такой, чтобы себя проявить. И Хуч — это тот человек, которому я, наверное, больше всего благодарен в своем развитии. Если, да, не считать моих теперешних тиммейтов, на котором я уже сейчас на высоком уровне играю, то, чтобы попасть на этот уровень, Хуч, наверное, больше всего сделал вклад в меня. Не могу сказать, что прям очень много нужно было учить. Он достаточно уже хорошо на тот момент играл. Он выступал, наверное, в одной из лучших команд Латвии. Он был уверен в себе очень все время. Ему нужно было дать какую-то базу профессиональную. И со временем он был уже готовый игрок для Тир-1 сцены. Он как бы опытнее намного меня. Но у меня как бы свое тоже видение есть, как играть и так далее. И поэтому у нас постоянные аргументы были, кто прав, кто не прав. И поэтому у нас постоянно какая-то война была, но всегда это заканчивалось тем, что мы находили какой-то общий язык. И сразу было видно, что у него огромный потенциал. Плюс мы как-то с самого начала поймали волну. То есть, мне кажется, мы немножко в чем-то даже похожи, наверное. Вот, поэтому всегда хорошо с ним общались. И сразу было понятно, что Марик далеко пойдет. И мне было обидно, когда мы не прошли на минор, и наша команда разбежалась, грубо говоря. Очень жаль, что мы вместе не попали на турнир какой-то, каких-то особых успехов не достигли. Хотя были светлые воспоминания. Но когда он ушел в другие коллективы, я понимал, что ему нужно двигаться вперед. И потом был момент, когда мы могли вместе сыграть, но опять ситуация сложилась так, что он выиграл турнир и пошел дальше. Но в любом случае я всегда радовался его успехам, и когда его позвали в Virtus.pro, я был очень рад. У нас был и пик, да, то есть мы занимали 33 место в мире. На тот момент для меня, как игрока, которая первая команда, это было прям вау, это было супер. Я очень много опыта, реально прям суперски очень много опыта перенял с этой команды, с этих игроков. Особенно с Мити, как самый опытный, как капитан, который проводил со мной очень много времени вне тренировочного процесса тоже, да, то есть человек мне был отцовская, да, какая-то фигура, который вырастил меня, который нашел меня, дал мне толчок, что двигаться дальше, который дает мне постоянную мотивацию. И когда ты с этим человеком перестаешь играть в команде, конечно, первое время, да, сложно было, потом уже привыкаешь. Он, конечно же, немножко crazy, хотел сказать, конечно, другое слово на русском языке, свой пацан. Я слышал конфиденциальную информацию, что мы будем подниматься на Skyview, наверх, вон туда, и будем с вида панорамы наблюдать за Стокгольмом. Да, диджей Авич, я его обожал. Ой, очень сильно любил его, слушал его музыку. Я вообще меломан, разную музыку слушал в своей жизни и слушаю до сих пор, но Авичи прям много. И солнышко светит, так приятно. Да, я боюсь высоты, но я не боюсь, когда я уверен, что безопасно, тогда я не боюсь. Но я очень напрягаюсь, когда вот перила есть, и я подойти даже не могу к нему. Если бы вот тут стекла не было бы, я бы коньки вот там откинул. Наш перформанс на Winter был лучше, чем на мажоре.
только интегрировали Женю в состав. После мажора у нас было время подготовиться, у нас был почти месяц, там 3 недели. Было намного, на самом деле, проще играть. Игры это показали, то есть уверенные, ну как сказать, уверенные, близкие, но у нас всегда близкие игры. Но победы над Энс, Гамбит, Гацент, выход в полуфинал сразу, без единого поражения. 5 дней перерыва между следующим матчем, между полуфиналом, они на нас плохо повлияли. Есть к чему стремиться, потому что мы понимаем, в чем была проблема. Обидно было проиграть, особенно когда не было Нави, да, на этом турнире. Нави считается сейчас лучшей командой мира, и как бы все шансы были. Но это все опыт, и главное знать, что надо улучшать и над чем работать. И я уверен, этим составом мы много добьемся. У нас все сильные личности, сильные игроки. Может быть, мы достигнем даже такой же вершины, как здесь, да, красиво. Немножко, может быть, стрёмно было, да, потому что я не знал, какой Зевс как человек, и ну, он же игрок Нави, и это, ну, в то время это было, да, и было какое-то небольшое волнение, но в конце концов, ты его когда первый раз видишь, он сразу тебе: «О, Марекс, привет, как дела там?» и так далее, и все, и сразу пропадает все это, и ты просто уже просто кайфуешь. Первое время мы не прямо очень много виделись с ним, потому что он тогда еще играл в Нави, и в тот момент, когда он ушел с Нави, тогда он очень много времени уже уделял, но это когда уже состав поменялся уже 3-й раз, получается, если я не ошибаюсь. Да, то есть мы сначала поменяли Дефа, потом мы поменяли Айвана Кинзора, взяли World Elite Вейландера, да, и Пипсона как тренера, и тогда Зевс очень стал много времени уделять, потому что у него этого времени хватало, то есть это время у него было, да, а когда он играл профессионально, то этого времени не было. И вот в тот момент он меня очень многому научил, именно какой-то психологии, здоровью, питанию правильному, да, во время турнира, каким лайфхакам всяким во время турнира на аренах и так далее. То есть много разного по чуть-чуть, вот так. Едем сейчас в исторический центр Стокгольма. Там такой прекрасный замок, который я вам покажу. Добрый день, уважаемые зрители. Как вы видите, мы сейчас на пути кушать, знаете что? Стокгольм славится своей рыбой, поэтому будем пробовать жареную селедочку. Люблю вообще рыбу. Шведский язык я, конечно, не понимаю, но я уверен, что тут написано: если у тебя есть аллергия, то это скажи это персоналу. Я рыбу люблю, поэтому мне прям супер нравится. Thank you. Ух, нифига себе. Вот это большая порция. О, пахнет вкусно, на самом деле. Очень даже вкусно. Она прям трещит. Вкусно. Что я недавно попробовал, вот мне прям из недавнего, это мне... я проснулся, мне сделали завтрак из тост, яйца вареные, маринованная селедка в горчице. И, боже, это было очень вкусно. Вот прям суперски вкусно. Я не ожидал, что маринованная селедка с тостом прям в таком соусе горчичном. Ладно, если бы еще просто маринованная селедка там с яйцом, понятно, на хлебе. Но там прям было очень вкусно. До недавних пор, я думаю, я был человеком, который лучше я там не буду пробовать ничего нового, поем дефолтную пасту или там карбонару, болоньез, неважно, что принято, как бы, что я привык есть. Но я для себя понял, когда вот прилетел сначала в Кёльн, потом в Швецию,
Вот за эти полгода я понял для себя, что если я уж летаю, то почему бы не пробовать что-то новое и особенно еду. Еда — это прекрасно, и мне очень жаль бывшего себя, что я не пробовал много разных блюд, когда у меня были возможности. Я там в одном раунде умер от пистолетов, когда у нас были хорошие оружия, а пистолеты как бы хуже, да. И из-за этого раунда мы проиграли этот раунд, мы проиграли игру из-за этого просто на лиге одной, которые играют там в свободное время. И Simple на своем стриме, там, у него там 30 тысяч зрителей или сколько-то, и он говорит, ну, блин, Зевс, ну это же его тиммейт, да, был бывший Зевс, да, и Зевс, ну научи ты Екиндера играть против Эко. Ну, Эко — это как экономический раунд против пистолетов. Ой, вот такие эмоции и так далее, и все. Но это дало мне хайп, поэтому это круто. Ну да, Simple там высказался, то есть по поводу меня, по поводу Зевса и так далее. Потом Зевс захайпил то, что выпустил ответку, видос в Ютубе про то, что не обижай моего Екиндера и так далее. Это было очень смешно. И прям такого как продолжения не было, но мы с Симплом в то время не были в хороших отношениях, то есть из-за того момента он меня как бы стал больше, наверное, не уважать и так далее. Я как-то начал тоже подшучивать по поводу этого, и мне кажется, я его изначально раздражал. Ну, время прошло, я попал в ВП, и как-то все это забылось, и мы сейчас в хороших отношениях с ним, поэтому все круто. К нашему составу присоединяется новый игрок, молодой парень из Риги Марекс Екиндер Галинскис. Марекс на протяжении многих месяцев входил в топ-10 ФПЛ лиги, а в прошлом месяце заслуженно взял первое место. Ну, от Марика чувствуется просто больше инициативы. И когда больше инициативы, у других тоже появляется какая-то свобода. Если смотреть на последние результаты, то да, у нас подъем. Просто появилась свежесть из-за нового игрока. Мы начали больше тренироваться, начали больше так вникать в игру, начали больше обсуждать. И думаю, когда всегда приходит новый игрок, так поначалу и получается. Марека мы заметили где-то в начале 2020 года. Мы смотрели на игроков, кто играет хорошо в ФПЛ, кто говорит на русском языке, и мы выбрали где-то 2 игрока, и Марек нам показался лучшим вариантом. В первую очередь это, наверное, возраст, его желание побеждать и то, что он еще не играл в больших командах. И в целом мы со стороны примерно понимали, какой он человек, и сидя в отеле после какого-то турнира, примерно уже думали о том, чтобы он пришел. Идея его позвать была моя, вроде с Джеймом. Когда мы летали по турниру, мы в одном номере были, и после турнира мы подумали о том, что нужно будет замена, и финальное решение принимал Сергей, мы ему передали, и он уже занимался переговорами, и переговоры вроде прошли гладко, и все четко было, быстро и нормально. Я помню день, это был в январе какой-то, да, что мне Зевс позвонил, сказал, слушай, так-то, тобой интересуется ВП. Интересуется, то есть я не знал, что пойду я или не пойду, но я считал в тот момент, что я заслуживал бы поиграть в ВП для себя, для своего развития и так далее. И я сразу сказал, что так-то своим тиммейтам, да, своим сокомандникам, что мной интересуется ВП, если что, я пойду. Если будет возможность. Все очень хорошо отнеслись к этому и с пониманием, потому что, я думаю, на моем месте бы каждый из них так же сделал. Первые впечатления с Мареком у меня были вообще очень крутые, потому что давно не было замены, и новый игрок я очень ждал, чтобы посмотреть, как он говорит, как он общается. И одна из первых фраз было то, что он мне говорит: Достан, смотри в мой экран, в моем экране всегда сейчас что-то будет происходить эпическое. Вот. И эту фразу я запомнил, и на самом деле он удивил меня своей индивидуальной игрой, и он был очень заряжен, так что впечатления вообще очень крутые были. Сразу поделился с мамой, папой, мне прям из родных больше никто на тот момент не следил за КСом, да, за моими успехами и так далее. Тогда я прям по-другому играл, не как сейчас, и, наверное, им как-то это
открыла глаза на открыла какое-то видение на другой стиль игры. В АП все чрезвычайно спокойные, прям супер спокойные. Я таких людей вообще не встречал. А я, как я уже рассказывал про ЕПГ, что я супер эмоциональный, супер громкий, и, может быть, им как-то это помогает и так далее, но мне как-то было немного сначала стрёмно. У меня 4 робота в команде сидят. Найс, хорош. Кулачки отбили, все. А я найс! Ору вот так вот. На самом деле, перед новыми турнирами мы достаточно долго тренировались, и все очень долго ждали этих официальных игр. Но, насколько я помню, мы играли первую игру, и первую карту мы проиграли. И было такое волнение, потому что много не было официальных игр, но мы этот матч выиграли. В целом, первую часть сезона с Мароком мы сыграли очень хорошо. Проблем никаких не было, наоборот, был заряд, новые эмоции и еще много новых сил было. Вот находимся мы в старом центре Стокгольма. Как видим, узкие улочки, как в Риге. Я к этому привык, поэтому мне очень даже приятно. Классные ресторанчики, как вы видим, свечи. Прям все очень хорошо выглядит. Сейчас мы идем в так называемый Christmas Market, который находится тут в центре островка, посередине Стокгольма, в котором можно купить разные вообще сувениры, подарки. Там такая красивая елочка, поэтому я получу удовольствие от того, что я увижу елочку, почувствую какой-то Christmas vibe, такое рождественское настроение. Для меня это приятно, особенно на отдыхе, когда находишься в другом городе, хочется прочувствовать какие-то другие эмоции, которые ты не можешь прочувствовать у себя дома, либо в других каких-то городах. Мои тупые шуточки – это отдельная история, которая заряжает мою команду. Ну, в моих глазах заряжает команду. Им, я не знаю, нравятся они или не нравятся, но постоянные фейспалмы вот эти меня немного демотивируют, но я продолжаю двигаться в правильном направлении, я считаю, и как-то пытаться подшучивать. Чуть-чуть хотя бы. Вливался он круто, наверное, он где-то многому научился от нас, потому что уже 3 игрока играли очень долго. От него мы научились фразе «это не фанись», и эта фраза, наверное, заела, и в повседневной жизни даже я это использую. Не фанись — это значит не переживай. Вот эта фраза, наверное, приелась. И в целом он говорит на русском, но сам он европеец. И какие-то моменты его восприятия жизни, восприятия вообще всего мира, они где-то отличаются. Было прикольно поговорить с ним на темы вне Counter-Strike. У всех в команде не такой характер, как у меня, да, и было чуть-чуть сложно привыкнуть к таким спокойным людям, но в то же самое время, хоть они в жизни спокойные, да, и например, не орут и так далее, но поток информации, который они дают во время игры, для меня был просто шоком. Я зашел на первый прак, да, на первую тренировочную игру, и просто бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, потому что такая, оказывается, большая разница, да, переходить с 2-го тира, с 3-го тира, да, команды в тир-1, да, состав, оказывается, да, в тот момент я не понимал этого вообще, и каждая граната названа, и поток информации очень быстрый и очень такой прям, и пока ты к этому привыкаешь, потому что это немного дисконцентрирует, да, тебя от какой-то твоей индивидуальной игры. И было, вначале было чуть-чуть сложно, только из-за этого, наверное. В нашей семье Марек, наверное, был бы человеком, кто вот ты идешь там на какую-то драку, не знаю, и он там самый дерзкий. Вот. Он такой хулиган, наверное. Я бы сказал, что у нас в команде такое более профессиональное отношение друг к другу. Мы не то чтобы... во-первых, ладно, я живу в Риге, они живут там в Питере и Москве, да,
То есть мы физически не можем особо проводить прям время друг с другом. Но с некоторыми я играю в фейситы, да, то есть с Джеймом чаще всего, с бустером, там могу, да, фейситы поиграть какие-то, то есть в свободное время. Там с Лехой могу в доту поиграть, в другую, да, игру и как-то расслабиться. Но такого, чтобы мы чем-то занимались как прям друзья, там чем-то занимаются, такого нет. У нас более такая профессиональная какая-то связь со всеми. Рождество я считаю очень таким душевным праздником, одним из немногих, которые есть в году, который ты почти всегда проводишь с семьей. Мы просто все вместе собираемся за столом, просто общаемся между собой. Из-за того, что у меня спокойные люди в команде, может быть, они для себя понимают, что там все нормально и так далее, и у них прям железный характер, железная воля и выдержка какая-то, да, которой у меня в самом начале не было. Потом она появилась, да. А так, чтобы какие-то речи говорить и так далее, я больше, наверное, для себя говорю, чтобы какой-то... Так, парни, все нормально, все нормально. И ты сам в голове понимаешь, так, а нормально ли все? Да, вроде все нормально, вот так вот. Ну, может быть, для себя говорю, не знаю, как какой-то защитный механизм, либо я просто, я на самом деле добрый человек, и я хочу людей поддержать, когда что-то плохое происходит. С приходом Марка у нас увеличилась агрессия и борьба за зоны. То есть у нас появился человек, который может делать агрессивные роли, и нам такого человека не хватало. И у нас появилось много опций по игре, по ранним дуэлям, по борьбе за зоны. А по внутреннему состоянию, нам пришел очень сильный человек, он влияет на всех, на всю команду, его уровень игры заставляет каждого быть сильнее. И пришел новый человек с новым желанием. Безусловно, это влияет на все. Он был, мне кажется, недостающим элементом ВП, потому что все игроки достаточно пассивный у них, и он приносит эту агрессию, которая им была жизненно необходима. Смотрю, конечно же, очень много КС и так, в принципе, и на мажоре я болел, когда они вышли на сцену. То есть вообще у нас, в принципе, в СНГ все нормально друг к другу относятся. Но конкретно за Марика, потому что у нас многое связывает, и вот, допустим, сейчас на последнем турнире мы все встретились, 4 из ЕПГ, и мы всегда будем вспоминать, я думаю, эту команду с улыбкой. Пускай мы, говорю, не выиграли ничего особенного, но мы классное время проводили. Поэтому, да, я слежу и радуюсь его успехам, но не против моей команды. О, да, мы скривнули, это кусает. Здрасте. Марк, скажи, смотрю, через это пересмотрю, что ты живет. Вот Марк уже начинает перевариваться и...
Марек был вообще послушным ребенком, беспроблемным, как говорит бабушка. Он всегда, с ним всегда можно было договориться. Что бы он ни хотел или что-то всегда можно было объяснить и так далее. Один раз у нас был такой случай, когда после садика все время заходили в магазин для того, чтобы что-то купить. И он что-то выбирал и просил. Один раз он устроил истерику. После того, как мы вышли, он продолжал плакать, я все выкинула, больше у нас таких проблем не было. Поэтому, наверное, для себя он сделал выводы, что лучше по-хорошему, чем по-плохому. Поэтому Марек вообще хороший переговорщик. Вообще считаю, что воспитать качество нельзя, наверное, либо только своим каким-то примером. Мне бы, наверное, конечно, хотелось бы, чтобы он был в первую очередь честный, наверное, по отношению и к другим, и к себе, и целеустремленным. Не, приставок у нас дома не было. Это вот ПК, персональный компьютер. Я говорю, поначалу это были косаки 100% и цивилизация 4. Конкретно на КС его подсадил мой брат. У нас разница 12 лет, а у них с Марком, по-моему, там около 7. И вот в КС Марек стал играть чисто от того, что ему привил интерес брат. А так вообще Мареку, наверное, лет было 6. Он гонял в казаков уже за компьютером и учил язык, потому что читать он по-русски не умел. Учился в латышском садике и прибегал к маме, писал на бумажке то, что он видит на мониторе, и мама ему зачитывала. В 6 лет мне подарили диск 1.6, на котором я играл в CS. Потом я играл долгое время в World of Warcraft, в WoW, да, с папой. Мы рейдили вместе, там, ходили на арены вместе, но ему, конечно, не нравилось PvP, но я как-то больше PvP играл. И постоянными переменами менялись эти игры, то есть пробовались разные, на каких-то я дольше залипал, да, то есть больше намного играл. И я со столькими людьми познакомился, до сих пор я общаюсь с людьми, с которыми я общался там в 11 лет, когда я играл в 1.6. Да, я так задумался, на самом деле я так много играл в компьютер, но я не понимаю, в какой момент я и гулял с друзьями тоже. Интересно. Он целое время в школе в шахматы играл. Мама, я сначала хотела в тэквондо, потому что дочка младшая в тэквондо ходила. Я с ним всегда ходила, когда нас давал. Потом вдруг резко мама говорит, нет, пусть он в шахматы занимается. Потом резко поменялось. Марека отдаем в тэквондо. Ну хорошо, кстати. Хорошо. Тэквондо? Да. И в Берлине второе место занял. Первый Баус. Второй ты занял, мама еще сняла. А в Бауске, когда мы ездили, мы же нос разбили. Ой, сломали. Он тогда на первое место меня шел. так красиво его разбили. Да, ну, сломали, да. Третья. В Берлине? В Берлине? Да я же тебе говорю. Да, вот мы лучше знаем твою биографию, чем ты. Видишь, бабушка даже тебе вторую дала. Да, я даже вторую. Я могу сказать то, что когда ты занимаешься чем-то 7 лет, и постоянно есть один человек, который все эти 7 лет был с тобой рядом, который мотивировал тебя и как-то, особенно если ты человек, то есть тренер, тот, который тебя чему-то учит и так далее, ты начинаешь перенимать какие-то качества, которые он бы хотел видеть в тебе. И на тот момент в тэквондо, то есть... Конечно, это было не прям сразу, что я там стал супер трудолюбивым, и я всегда был ленивым, да, но как-то именно в тэквондо
мне, наоборот, хотелось тренироваться. То есть вначале, может быть, не хотелось, но как-то тренер взрастил во мне какое-то желание работать, желание тренироваться, желание развиваться как человек, как личность, как боец. В тэквондо он вообще попал случайно. У меня на работе был коллега, который был тренером по тэквондо, но он тренировал достаточно далеко от нашего района, и он посоветовал другого тренера в нашем районе, там, Яниса Павитолс. Тогда мы уже определили его в тэквондо, он не хотел туда, не стремился, никаких у него в этом плане не было ни позывов, что он хочет этим заниматься, но так как он проводил очень много времени за компьютером, я для себя решила, что ему нужно спорт для того, чтобы у него была еще и спортивная нагрузка, чтобы разбавить это сидение у монитора. Марка в садике любовь была. Да. И он в ванной пошел в ванну. Все, да, это конфиденциальная информация, которая... Нельзя разговаривать. А он поет. Главное, имя хотя бы не называй. Почему? Ну, потому что вдруг она смотрит. А я все еще, мне таятся... Ну, у него такое красивое имя, и он поет «Мана Миля Демия». «Мана Миля» — моя любимая Демия. Я прислушиваюсь, думаю, чего поет, а он, значит, в ванной моется и напевает. Сейчас мы находимся в парке Аркадия. Он находится недалеко от моего дома. Тут я провел очень большое количество времени в своем детстве. У меня тут недалеко жила прапрабабушка, у которой я постоянно оставался, и в свободное время шел гулять сюда, потом возвращался, кушал у бабушки. И вот так. Так что тут, на самом деле, именно зимой очень красиво, но в этот раз прям очень ультра много снега. Я когда, наверное, в Стокгольме говорил, что хочется снега в Риге, меня, наверное, услышал кто-то и навалил тут целые горы. Летом тут пикники. Постоянно сидели с друзьями, там получаются такие, как маленькие речки, где утята, кормить можно было утят постоянно хлебом, либо чем-то еще. Бывало и время, когда мы на мусорных мешках вот так вот вырывали их, садились на них и спускались вниз по горке. И вот это все, что нужно было на то время в детстве. А сейчас мы уже выросли, и сейчас уже другой вайб. Čau, kā jums iet? Labi, patīk braukāties, kā jums šis laiks? Jā? Es varētu jūs pajautāt vienu reizi nobraukt tur? Jā, droši. Nav vien? Paldies. Tu pats šito taisīji? Я надеюсь, я заранее не соскочу. Поехали. О! Дерево! Вот видите, да? Это детство. Так и мы веселились. Только я на мусорных мешках катался, а вот дети на таких мини-сноубордиках. Вообще кайфово. Прям вспомнилось. Холодно, конечно. Paldies. Paldies. Красиво вообще. Как же я обожаю, когда выпадает снег, особенно так много снега. Когда вот, ну просто прям вот так вот падает на тебя, это прям кайф. Просто это место такое священное, что много воспоминаний хороших. Может быть, я даже специально бы и не звал никого сюда, чтобы просто остались бы особенные хорошие воспоминания из детства, и чтобы именно это место запомнилось ими, а не чем-то другим. Не знаю, может быть, это место какое-то прям сильное для меня, сильное в плане эмоционального какого-то рефреша и обновления сил. Ну просто вот, ну реально посмотрите, это, не знаю, прочувствуете ли это ли то, что я чувствую сейчас, но это прям просто кайф. Как-то по тэквондо я понял, что хотел бы связать свою жизнь как-то с соревнованиями и такими ощущениями побед и поражений, да, вот, наверное, из-за тэквондо в большей степени и захотелось пойти в киберспорт. Я перестал заниматься тэквондо из-за того, что, во-первых, ну, самое главное, это то, что я в тот момент выбивался
старался выбиться в КСе, то есть уже очень много времени уделял игре, и из-за этого у меня был довольно неудобный график и расписание чтобы это все совмещать. Из-за того, что тренировки были вечером, там, если я не ошибаюсь, с 6 до 8, очень сложно вот эти 2 часа с вечера уделить на... То есть ты отрываешься, ты не можешь делать этот день какие-то вещи, которые... Играть, например, турнир, да, квалификацию какую-то, которая весь день идет. Ты не можешь пойти на эти тренировки. И сначала начались пропуски из-за того, что я выбрал для себя приоритет участвовать на турнирах и пробовать выбиваться. А потом уже, когда достиг черного пояса, то есть изначально мой ультиматум был с мамой, что когда я достигну черного пояса, то я смогу выйти. И она сказала да, поэтому когда я уже получил черный пояс, когда сдал на него, то ушел. Это было решение Марека. Он сразу сказал, что он пойдет только до черного пояса, потому что на тот момент он уже профессионально стал заниматься своей деятельностью. Мне, конечно, было жалко, что он бросает, и я считаю, что у него были перспективы вполне продолжать. Но как сам выбрал, так выбрал. Я обожаю лыжи. Пробовал сноуборд тоже, но мне как-то плохо получалось, поэтому я люблю очень скорость, и поэтому лыжи как-то я больше предпочитаю, нежели сноуборд. Да, лыжи — это круто. Лыжи вообще появились гораздо раньше. Тоже, опять же, коллега на работе от своего ребенка отдал лыжи. И, наверное, с лет 2, да, получается, совсем-совсем, такие вот маленькие лыжи. Я вообще, если честно, таких раньше и не видела, что такие есть, да. Ну и получилось, мы там с маленьких горочек его, то есть сами никогда не катались на лыжах, но вот так как лыжи уже были, нужно было их использовать. И, соответственно, вот так уже в его жизни появились лыжи. Вообще об этом не задумываюсь, вообще горжусь и спокойно рассказываю, да, и, конечно, людей очень удивляет, да, чем занимается, и вообще, что это такое направление, что оно настолько распространено, настолько, то есть в молодежных кругах, да, то есть поэтому скорее у людей возникают вопросов, что, как, да, то есть люди никогда не думают, что игра за компьютером может быть на таком профессиональном уровне, чтобы это была работа. Есть платформа Faceit, то есть я перерос матчмейкинг обычный, то есть который в игре внутри, и перешел на платформу Faceit, и там познакомился с латышскими игроками. То есть там видно флаг, да, и никнейм игрока, и я понимал, что они с Латвии, начал там спрашивать и так далее. Оказывается, они с Риги. Мы начали вместе играть, потом они говорили, ты знал, что проходят турниры. Я вообще не понимал, что проходят турниры какие-то в Риге и так далее. И они такие, не хочешь попробовать? Там 1 на 1 турнир был какой-то, и я приехал на него, там в полуфинале, по-моему, проиграл, либо как-то так. И этот клуб как раз, они хотели создать команду. Я познакомился с другими латышами, которые были выше уровнем, да, чем другие. Там был Хаски, Айрикс и другие латыши, которые меня заметили. И как-то познакомился с Хаски уже после этого. И мы начали играть эти турниры и как-то начали развиваться. И постоянно вот этот GoExanim устраивали турниры. И был еще один клуб Ludus, в котором, кстати, я немного вот как раз играл в команде. Они создавали команду Ludus. Там некоторое время я пробовал. А так, с Хаски, наверное, больше всего из латышей я играл. И очень долгое время, и мы до сих пор очень хорошо общаемся. Первые деньги вообще он стал зарабатывать с турнира. Вот, как я даже не знаю, можно ли это назвать турниром, когда он ездил в клуб в Риге, да, и играли. Мне кажется, на тот момент там было, мне кажется, на команду
Или на каждого, я даже не помню, по-моему, 60 лат, может быть. А что касается звонков, нет, не звонил, там, или я писала, да, то есть больше списывались, да, звонков не было, то есть либо мы отслеживаем и следим, да, за турнирами и сами уже видим, ну, если, допустим, не получилось посмотреть или я не видела информации, да, то есть мог, конечно, написать, но как-то не звонил, не хвастался. То есть я думаю, что у него в этот момент другие эмоции. Наверное, он не думает о том, ой, надо позвонить маме и сообщить, у меня первое место. Выходной день, хочется отдохнуть и так далее, ну что... Загрузил кейс, загрузил монитор, обернул одеялом, мышки, тогда же ездили со своим, да, потому что не всегда в клубах, ну, обычная мышь стоит, а он привык к своей там и так далее. Да, возил уже, наверное, лет 14-15, там, дождешься, в час ночи позвонит, забери обратно. Потом, говорит, потом приезжает, говорит, завтра тоже. Следующий, ну, думаешь, в 10 утра опять встал, опять отвез, опять забрал его, там еще полный багажник. Ну, скажем, сейчас я это со смехом, конечно, с юмором, да, где-то воспринимаю. А на тот момент, конечно, это было очень так напряжно. Да. Ну, отказать, ну что, как откажешь ребенку? А когда он летать стал еще со своими клавиатурами, с геймерскими, я ее оставил в аэропорту, там, дорогую. Ну, это вообще было, конечно. Конечно, жалко, что мало бывает дома. Но, скажу, даже когда он дома, он все время проводит в своей комнате. И, скажем, мы не так часто, получается, видимся, да. То есть дверь закрыта, покушал, вышел, помылся и опять за компьютер, да, и поэтому такого живого общения, оно очень мало, и, возможно, даже при отъезде, да, то есть человек, ну, когда куда-то уезжает, даже у нас, получается, он уезжает, может быть, это общение даже больше и интенсивнее происходит, чем в домашних условиях. Когда ты, во-первых, ты смотришь стадион, и когда ты видишь, скажем, на Твиче количество смотрящих онлайн, да, все эти вещи, конечно, радуются, что мой сын добился, ну, скажем, играет в спорт, да, пускай там можно оценивать это спорт, не спорт, но е-коммерция, е-продукты, да, но в общем и целом для меня лично, я думаю, что и в Латвии, кто за этим следит, он очень, ну, доволен успехами. Тот путь, который я прошел, сделал меня таким, какой я сейчас, на данный момент, и я нравлюсь, поэтому я доволен. И, конечно, везде можно было лучше, но как есть, так есть, и как было, так было. Главное просто учиться и развиваться как человек, как личность и как игрок. Yeah, well, it was long time ago already now. He was underage there back then. He was like, I don't know, 16 years old, maybe 15. And I heard about this guy from, we were playing in old esports club where you had to bring your own computer to play at LAN. It was called Go Exanimo. We played there. I was playing with another team and we got a match against him, against his team. But we knew that, like, these guys, who are they? Like, we're gonna win them easily because we didn't know any of them. And then we won, but it wasn't that easy. And I remember Yakindar got like 30 plus kills against us. And we thought, okay, this guy is interesting. And then the club owner was telling us, yeah, you should check him out, how he's playing. He's like super talented and I have never seen him. Well, I think everyone who knows Marek, they know that he's just amazing friend, amazing personal. He has amazing personality. He's super hardworking guy, dedicated to the game, and just you can, like, maybe you don't know him, you will meet him on a LAN event, you will say hi to him, he will say hi back to you, and you will have a nice chat with him, just because it's so easy to talk with him. And yeah, well, I think after the major I saw a lot of people from like broadcast talent side writing good stuff about Marek, that he's super nice guy and so chill, and that is true. He's not even acting that he's like that. That's just the way he is, and
I think that's what makes him special. Just that he doesn't need to act to be nice, and his personality is amazing. He's super dedicated to the game, hardworking. His work ethic is like, I haven't seen a guy who wants to win so hard and is doing everything for the team. So yeah, well, just in general, amazing guy. Человека, и они все сами по себе музыканты, и как-то своей сферой занимаются, а я своей сферой занимаюсь. Но это нам не мешало во время школы, там 6-5 класс, как-то сойтись, и вот мы всю школу, и уже сейчас после школы постоянно двигаемся вместе, и в любой момент, то есть когда я прилетаю обратно в Ригу, когда я дома, то есть хоть мы можем не видеться там месяц, 2 месяца, 3 месяца и так далее, даже любое время возьмем, всегда я могу написать им, и они всегда готовы увидеться, и даже когда ты их видишь, то ты как будто вчера их видел. Супер крутое ощущение, и до сих пор мы дружим, и я думаю, будем дружить, скорее всего, всю жизнь, но я надеюсь. Я, например, хотела бы Марку сказать, что самое главное в жизни, если ты что-то сделал, нужно всегда идти вперед, никогда не жалеть о том, что случилось или произошло. То есть оставаться всегда оптимистом и понимать, что это твой опыт, и просто нужно двигаться вперед. И я считаю, что никогда человек не должен опускать руки, надо веселее смотреть на мир с оптимизмом, что все получится, и тогда оно все получится. Неважно, там уже, может быть, активным игроком он не будет, да, но все равно, наверное, будет вращаться в этой сфере. Потому что изначально почему не препятствовали его вообще этим увлечениям, да? Потому что видно, человек настолько увлечен этим, да, это как собирать, наверное, марки. Может, для кого-то это покажется, что человек сидит, зрение портит, да, но в его случае, там, поначалу мне тоже казалось, это блажь, небольшая, но потом, когда это все давало результаты, туда поехал. Ну, а чем отличается соревнование по тайквондо, когда ребенок приезжает довольный результатом, либо недовольный результатом, да, от того, что он съездил, допустим, на те же самые соревнования там в Литву, в Индию слетал, там, тоже соревнования, тоже человек провел, посмотрел мир. Кстати, мне очень нравится то, что он не только сидит дома за компьютером, как бы ни показалось, да, а то, что он очень много путешествует. Он видит очень многие страны, пускай не с изнанки, не задворки, а красивую сторону, да, конфетки, но в общем и целом все-таки опыт перелетов. Некоторые люди даже за всю жизнь не летали никогда. Я за свою жизнь был разным человеком, то есть как-то ситуации, которые происходили у меня в жизни, повлияли на меня, и тогда я уже менялся. И то есть если раньше я был более грубым человеком, сейчас я пытаюсь быть, и как-то желание у меня есть быть более добрым и нежным человеком, и я себя таким вижу сейчас на данный момент, и я себя вижу смешным, но почему-то людям кажется, что я не смешной. И вообще я трудолюбивый, когда мне нравится то, что я делаю. Я хочу сказать всем спасибо, кто смотрит этот фильм про меня, и большое спасибо, что вы есть. Если бы не вы, то бы и меня тут не было. Поэтому спасибо большое за поддержку, и увидимся на турнирах, увидимся где-нибудь. Yes! Nice, Yakinda. 4 kills for Yakinda. That is colossal. And he's pulled it in for Astralis. Look at it.